Ну, то есть, Новое или ага. старое жилье? Ну, вот и в новых домах, и в старых есть свои плюсы и минусы. Вообще, судя по разговорам бывалых и тех, кто здесь давно живет, самое лучшее жилье – это, конечно, то, что было построено после 2015 года, потому что, ну вот, в Авлёре, например, это так. Я не могу сказать, к сожалению, вообще за все другие города, потому что Мгм. от города к городу ситуация сильно разнится. Вот что я поняла в Албании, что здесь все-таки такой федерализм, Албанский можно рандом так это называется. Просто сказать, да, рандом, в да. действии, потому что от региона к региону вообще ситуация разнится, надо От сказать. города к городу в регионе, да. Да. Вот. И в Авлёре такая история, что все советуют покупать, если рассматривается жилье в новом доме, то лучше брать в домах после 2015 года постройки, потому что они уже построены с учетом сейсмических особенностей региона. Они бывают, бывает на землетрясение. Да. То, что касается старых домов, вот у меня квартира в Старой Ходжевке. Вот. Они, в общем-то, себя тоже неплохо показали, причем во всех странах. Вот недавно я смотрела выпуск про Португалию, там тоже, оказывается, есть свои ходжевки, хрущевки, а они же салазаровки. Мгм. Вот. То есть это вот вся, да, все такие пятиэтажки, четырехэтажки, Без лифта обычно. без лифта, да, которые построены в период 60-х, конца 80-х годов. Они все типовые, и, как выясняется, это практически по всей Европе есть такие дома. Вот. И, по-моему, Южная Америка тоже как-то этого Даже в не... Западной Европе есть тоже, да, вот уже говорим. В Да, и Испании в есть, я точно Западной знаю, да. Европе, да-да-да. Вот, поэтому они тоже неплохие, потому что, во-первых, для меня они проверены временем. Во-вторых, здесь с большей вероятностью вы найдете дешевое жилье. То есть квартира будет дешевая. Еще раз повторюсь, я свою двухкомнатную Но не квартиру, всегда. да, с очень хорошей планировкой, 57 квадратных метров купила за 25 тысяч евро. То есть на Мгм. тот момент это было дешевле, чем точно такая же, не точно такая же, гораздо меньше квартира в Хрущевке у меня в России. Она стоила дороже на тот момент. Вот. Да. А, Чем хороши вот эти вот все-таки ходжевки? Тем, что строители говорят, профессионалы, что стены в них толще, чем в новых домах, построенных до 2015 года. И они более сейсмоустойчивые, мы меньше чувствуем толчки, это объективно. Кроме всего прочего, ну вот конкретно моя квартира, в лесе нет практически абсолютно. Ну, может быть, потому что я за ней так слежу, может быть, потому что, я не знаю, почему. Ну, Мгм. окна выходят на обе солнечные стороны, то есть на юг и нет, на восток и на запад, да. А еще Вот. знаешь, что я заметил в старых домах? В старых домах нет таких огромных панорамных окон, да, где, собственно, куча холода или тепла даже может проникать. Как бы, потому Да, что окна да, небольшие, значит, лучше все происходит. Я не знаю, да, что за мода пошла с панорамными окнами вообще. да. Сохранение тепла лучше. Мгм, мгм. Вот. Да. А, Но есть минус, конечно, определенные, они очевидные, да, то есть отсутствие лифта, то есть для семей с детьми пятый этаж это будет тяжеловато. Вот. Дизайн сам по себе, планировки здесь неплохие. Мне вот, кстати, они нравятся. Вот эти квартиры с пошонками. Вот. Ам, Да, и самый главный недостаток – это отсутствие одного большого вот этого накопителя, который в новых домах, он ставится централизованно сразу на стадии Воды. строительства. Да, сразу на стадии строительства строительной компании предусматривается место, короб для этих контейнеров. Сами они туда эти баки устанавливают, это все входит в стоимость квартиры, в стоимость жилья и так далее и тому подобное. В старых домах вы сами с этим разбираетесь, это исключительно ваша проблема. Как вы договоритесь с соседями, если вы живете не на верхнем этаже, установить свой бак, они могут не разрешить, не согласиться. Ну, то есть Да, я да. знаю Куча тоже вот вопросов может быть. этих Мгм. историй. Это
такая вообще вот рулетка с этими баками, и, в общем, короче, в старых домах это, ну, может превратиться в большую проблему. Потому что я знаю такую историю, что люди, которые не наверх... Вот у меня квартира на верхнем этаже, я сама могу своей крышей распоряжаться, скажем так. Вот. То есть у меня даже есть право надстроить там еще один этаж. А, например, у знакомых они покупали тоже в Ходжевке квартиру на третьем этаже, и им не разрешили установить накопитель на крышу соседи. Им пришлось устанавливать пластиковый накопитель на балкон, и в какой-то момент он что-то там произошло, ну, в общем, то ли балкон не выдержал, обвалился, то ли сам накопитель, ноги Кошмар. там не выдержали. Вода Ужас. вся вылилась в квартиру, у них случился потоп. Ну, то есть вот, Кошмар. да, нужно при приобретении квартиры в старом доме обязательно проверять наличие вот этого вот накопителя водного. Обязательно. Так, это накопитель, чтобы давление нормальное было, естественно. Там с насосом проверить тоже, что происходит, если он там вообще или нету, да? Вот. Ну, это зависит от этажа. То есть, Мгм. нет, насос будет обязательно, в любом случае он будет обязательно. Моя ситуация конкретно, но это очень долгий разговор, это не в этой Да, да. программе, она скорее исключение из правил, потому что обычно на подъезд устанавливается один насос, есть человек, который за ним смотрит, администратор подъезда, вот, и они контролируют включение-отключение насоса. Я так думаю, что даже жильцы сами сбрасываются, устанавливают автоматический насос, то есть когда начинается подача воды, он включается автоматически, когда она заканчивается, он автоматически выключается, и не нужно вот Мгм. эти все манипуляции проделывать, включил-выключил. Вот. То есть за этим следит специальный человек, у вас голова про это вообще не болит. То есть я когда покупала эту квартиру, у меня как раз вот тоже была такая ситуация. То есть у нас был общий подъездный насос, я вообще не думала, откуда мне вода приходит, когда она Понятно там себе. Вот у меня в новом включается. так доме было. Да, у меня так Да, в да, новом доме да. было. Но Откуда я это знал, во там все всех хорошо новых было. домах это такая история, да. В моем случае это вот действительно исключение. Просто у нас сломался общий насос, и когда встал вопрос о том, чтобы скидываем деньги на новый насос, то вот тут и начались траблы. Вот. Но Потому что все зависит от конкретного человека, человеческий фактор, опять же, нет ничего общего, никакого ЖКХ нет. дело не в этом. Дело в том, А что у что? нас эти бизнесы. Это отдельная история вообще. Это отдельная история. На И нижнем у этаже нас, есть бизнес, да, есть и у пекарня. нас бизнес хочет быть подключен к насосу ежильцов. Мгм, Вот. мгм, мгм. Ну, здесь мы сейчас вообще в эти дебри полезем. Да, мы Нафиг. не пойдем, да. И электричество, соответственно, тоже, потому что электричество там тоже проблемы в старых домах с электричеством, насколько я понимаю, постоянно какие-то траблы с этим. Вернее как, даже в новых домах есть районы, где часто отрубается электричество. Это мы берем как отдельную тему. А мы говорим конкретно о проводке. Да, то есть качество проводки в старых домах, естественно, Да, будет в плохое. старых домах нужно смотреть качество проводки. И все замены, вот проводки, там, депозитов, потому что нам тоже предлагает администрация городская установить вниз один общий депозит. Но это все за наш счет. То есть замена проводки, установление общего депозита, вот как в новых домах, одного большого, чтобы у нас вообще ни у кого не болела голова про эти свои как, индивидуальные там бочки. Мгм. Вот, значит, там вода, замена каких-то на этаже, ну, ремонт лестничной клетки, грубо говоря, что-то вот такое вот, это все будет на вас. За исключением сейчас в Авлёре идет централизованная программа по обновлению фасадов у старых домов, и она работает. То есть я вот вижу, как периодически в нашем районе устанавливают леса и поновляют фасады, и уже целые районы, особенно те, что ближе к центру, вот такие ходжевки, они все обновлены. Вот. Фасад обновляют, закрашивают. Ну да, Да-да-да, закрашивают там. этим занимается муниципалитет, вы ничего не сбрасываетесь, ничего не скидываете, и мы тоже есть в списках, и до нас тоже скоро очередь дойдет, и наши фасады тоже все обновят и поновят, этим занимается городская администрация. А для Вот. тех, кто не дождался, они могут сами сделать, соседями скинуться, тоже частично, там хотя бы... Поэтому есть дома, где что-то покрашено, а что-то не покрашено. В общем, рандом. Да. Мгм. И это сэндвич-панели, то есть это еще больше утолщает стенку, и как бы вы получаете еще дополнительную теплоизоляцию. Нужно сказать, что как во всех южных странах, как выясняется, для меня это тоже было немножко открытием, потому что я думала, ну, я не задумывалась просто над этим никогда.
Я слышала только про Израиль, про Турцию и про Грецию, что отопления центрального нет, его вообще в принципе никакого нет. Вот, в Мгм. частных домах люди устанавливают газовые котлы, особенно в северных районах и в горных, где температура, ну, ниже гораздо. Минусовая бывает даже. Да, то есть бывает минусовая, то есть, как правило, вот таким образом решается проблема. Вот, в городах, прибрежных особенно, нигде особо отопления нет. Тут вот я нашла подтверждение как раз, что и в Португалии тоже нет отопления. Мгм. Мгм. Вот. То есть здесь типичная ситуация в Албании. Ничего экстраординарного, как и любая южная страна на побережье Средиземного моря, значит, отопления не будет в домах, ни в каких, ни в старых, ни в новых. Все Ну, это, в новых там, может быть, на уровне самого дома решается, как-то в некоторых, но это, опять же, такое редкое явление. Сам город не отвечает за отопление. не отвечает. Вот. То есть, да, то есть владельцы жилья сами решают так или иначе эту проблему с отоплением. Кто-то там, я кондиционерами отапливаюсь, мне, в принципе, этого хватает, и я уже привыкла к температуре, что у меня всегда в течение дня в квартире плюс 19 градусов. Мне нормально, я уже, Это зимой и осенью, зимой и осенью. Летом, конечно, жарче. да, летом жарко, да. Вот. А, так, ну я думаю, в принципе... еще один момент про старые дома, что в старых домах для моего... это было мое интересное открытие, что в старых домах зачастую дворики гораздо лучше, чем в новых. Потому что в новых часто спроектировано все как-то по-убогому на проезжей части, и стоят они стык в стык, эти дома, и очень некрасиво смотрится. А вот в старых часто красивая площадка такая все ухоженная, там школа, опять же. Ну, в общем, сделано как-то по уму. Вот этот фактор еще нужно учитывать, ребят, что в старых домах порой планировка ну, улиц вообще лучше, скажем так. Вот. Да, ну вот смотри, мы практически про все сказали так или иначе, что долги от прошлых хозяев надо обязательно проверять, мы сказали, да? Ну так, Да, вскользь. да, Это. да. Так, проблемы там, отключения разных районов, проблемы с электроснабжением тоже сказали, что это здесь. Вообще это проблема системная. То есть, видимо, устаревшие коммуникации, вот как сегодня у нас с Мишей случилось, вот, замена оборудования на новое, и все, и вся Дельвина вырублена. Да, Вот. но опять же, это зависит от района очень часто. И не думайте, если купили в новом районе, что у вас не будет этих проблем. Они также будут. И я бы даже не выделял старые и новые дома. Часто больше в старых всех проблем нет, а в новых, допустим, есть. То есть это вообще вот как Но вот у рандом меня какой-то. электричество так системно не пропадало практически ни разу. У Вот. меня было, наверное, за весь год, ну, может быть, 2 отключения, очень коротких там, но это мы не берем случай с перегоревшей проводкой, Мгм. вот, а именно вот отключение всего квартала, как это происходит на Лунгомаре. Вот на Лунгомаре это На периодически набережной, да, на набережной происходит, поблизости. да, и очень длительные промежутки, то есть там могут и по часу они сидеть без электричества и все такое. У меня было, может быть, 2 отключения, ну, наверное, по минуте, все. Мгм. То Не, у есть меня вот. по 20-30 минут было в новом доме, да, то есть по 20-30 Мгм. минут, и практически каждый день что-то там меняли или прочее. И порой ночью тоже отрубали. А представляете, кто-нибудь ночью домой возвращается, в лифте едет, и бах, отключилось. Все, Да. А вот в сиди там старых у кукуй. нас такого нет. То есть у нас, когда народ весь там чат шумит, что вот отключение, отключение, вот в старых районах такого вообще нет. Конечно, нет. И лифтов нет, то есть не застрянете. Так что покупайте в Да, старых да. домах. Да. Вот и все. Так что еще подумайте, может быть, все-таки, Да. чтобы не застрять, не дай бог, в лифте. Так. Я лишь суммируя скажу так, ребята, вы покупаете все в зависимости от ваших возможностей, ваших потребностей, за банальные вещи, казалось бы, да, но иногда имеет смысл купить и в старом доме, если вы рассматриваете как временную инвестицию, скажем, как Катя сделала. А я же покупал все необдуманно, и для меня это было все как, вот, это я буду жить постоянно. То есть я сам не знал, для чего я покупаю квартиру. Просто вот захотелось собственности, купил и продал, потому что не нужна она была мне на самом деле. Вот и Ну вот все. я говорю, Вот и итог. спонтанная покупка, да, человека, который вообще, в принципе, еще пока не готов где-то сесть. Да, если вы digital nomad, наверное, вам не нужна квартира, и все это вот разговоры, что нужна какая-то база для жизни, ну, зависит от человека. Некоторым она вообще не нужна, некоторым в 2 чемоданах могут всю жизнь жить, и все. Или на Мгм. RV путешествовать, кстати говоря, вот, на Да автодоме. что? Или в автодоме путешествовать. Или в автодоме еще можно путешествовать, тоже как вариант жизни.
Ну вот, Вот. да, я тоже поняла, что это вот мой стиль жизни. Я бы, наверное, все-таки... Хотя все вот задачи, которые я ставила перед этой квартирой, они все выполнены. Вот. Поэтому я говорю, я не жалею ни секунды, что я предприняла, сделала этот шаг в своей жизни. И это был, кстати, у нас у обоих, у Миши тоже, это был первый опыт приобретения вообще своего жилья. И у меня тоже. Да, Это был вот, первый я опыт про своего это жилья. говорю, да, что у Да, нас да. такое, у Миши, это было первое наше жилье, то есть мы все с разными как бы вот целями, и да, посмотрели, что это такое вообще, и в любом случае для меня это позитивный опыт, И для меня вот, тоже, потому что в конце я концов. тоже сделала, я поняла про себя, что я не могу на одном месте находиться, что я хочу даже отдыхать в разных местах, вот. То есть я не готова к тому, что я буду каждый год приезжать в одно и то же место, купаться в одном и том же море, на одном и том же пляже. Вот. Что мне нужно все время какая-то смена впечатлений. А в Албании же прикол, что очень часто будни напоминают день сурка, потому что ничего не происходит. И, в принципе, все люди одни и те же, да, ротации людей как таковой нет, даже всех кафе. Потому что вы запоминаете всех уже в лицо, знаете. И вот меня, лично говоря, это раздражает. Я люблю, когда есть какая-то ротация людей. Ну, это моя личная фишка. Вот. Ну, то есть видишь, что по городу ходишь, и все одни и те же люди. Такой, господи, я устал. Вот. И, наверное, это проблема других южных городов, просто я еще не в курсе до конца. Вот. На этом Да, будем ну, завершать наш выпуск. наверное, мы все обсудили, все сказали. Вот. Я тоже такая была поначалу немножко вчера на взводе. После такого прям, вообще это Албания. Вот. Ну и сегодня я уже как-то проснулась, Сегодня думаю, подобрела, да, успокоилась. ну ты тоже подобрел. Албания очень красивая, прекрасная страна. Просто в ней минусы есть, которые надо учитывать. И не идеализируйте страны. Все. А вам спасибо за внимание. Давайте до новых встреч. Пока-пока. Всем пока.